Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня у нас будет разбор укороченного кардигана с ажурным геометрическим узором в нежно-салатовом оттенке. Это стильный, современный выбор для вашего гардероба. Обратите внимание, какой интересный дизайн у нас используется в этой модели, застежкой на спине. Выглядит этот кардиган очень элегантно и изысканно. Его можно носить с любимыми джинсами, можно использовать женственную шифоновую юбку для создания разнообразных образов на каждый день. Ажурный узор и светлый оттенок кардигана делают его идеальным выбором для весеннего и летнего сезона. И сейчас мы с вами будем более детально разговаривать об этой модели. Я нарисовала схему узора, я подобрала выкройку. Это классический вариант с несколько расширенным рукавом в виде такого пышного фонарика, который можно, в принципе, не делать по желанию, сделать простой окат. Это классика. Длину тоже можно сделать по-своему. Я думаю, что этот образ, который сегодня я вам показываю, его можно под себя переделать, и будем воспринимать данный кардиган как идею для вашего собственного индивидуального проекта вязаного для весны. Для данной модели я буду рекомендовать пряжу типа мохера, то есть пушистую такую нежную пряжу. На самом деле будем вязать мы с вами образец из пряжи с ангорой, мягкая, нежная, пушистая. Цвет вы выбираете по своему вкусу, в нежно-салатовом варианте. Вот, пожалуйста, в таком ярко-розовом тоже красиво смотрятся девочки. Смотрите, приближаю вам узор. Узорчик можно хорошо разглядеть. Здесь такие геометрические треугольники ажурные, довольно красивый. Рукавчик у нас используется на 3/4. Смотрите, вырез горловины у нас и вообще резинка по низу изделия, по рукаву и по вырезу горловины используется для обвязки 2 на 2 резиночка. Вот такая особенность. Дальше, что я хотела еще подчеркнуть, широкий довольно-таки вырез горловины используется, рукав слегка присборен у оката, и из-за этого модель смотрится более изящно и женственно. Так, дальше. Какая у нас особенность? Давайте посмотрим на застежку сзади. Я приближаю вам картиночку. Смотрите, конечно же, использовать его можно и в таком варианте, и в варианте спереди застежка, в привычном для нас. Но здесь, вот видите, так экзотично смотрится, довольно-таки современно. Молодежь сейчас очень любит. В этом что-то есть, да, такой какой-то некий шарм появляется. В принципе, этот кардиган, я бы его больше даже назвала жакет, поскольку он укороченный вариант, довольно изящно, красиво, мило смотрится, симпатичный, идеален для весны и лета. Если вы его возьмете не из мохеры свяжете, а из хлопковой нити, это будет вообще еще более интересный вариант для лета. Вот. Но и в мохере тоже нежный, ажурный, нарядный вариант прекрасно тоже будет смотреться. Схема узора: 12 петель, ширина раппорта, 14 рядов высота раппорта, условное обозначение, вертикальная черта – это лицевая петля, накид обозначается кружком, вот эти 2 вместе лицевой с наклоном вправо – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Равнобедренный треугольник обозначает 3 вместе одной лицевой с выделением центральной петли. Вот и все, собственно, условные обозначения. И
Я вам рекомендую. Ну, в принципе, смотрите, здесь у нас планочка по полочкам идет целезная. Имейте это в виду. Но вы можете ее, как в оригинале, вязать после того, как свяжете отдельные детали. Здесь выкройка приводится на один только размер. Ну, вообще широкий такой у нас крой, как бы идет свободный. Смотрите, 27 стоит по спинке, то есть это 54, я так могу сказать, 44-46 размер российский. Рукав 3/4, видите, укороченный вариант здесь указан. Длину обязательно под себя корректируйте, обязательно. Видите, здесь даже длины нет, в принципе, потому что эти мерки, они очень индивидуальные. Ну и сейчас я покажу вам пряжу, из которой я вязала образец, и далее мы с вами свяжем этот узор. Я расскажу, как считать плотность, чтобы приступить к дальнейшим вам расчетам. Если у вас затруднения в расчетах, вы можете обратиться к ссылке под видео, будет ссылка под видео, на мой бесплатный мастер-класс по расчету вязаных изделий. Очень доходчивым языком я рассказываю, как считать петли и как считать ряды на разные размеры. Очень доступно и совершенно, девочки, бесплатный урок по расчету любого вязаного изделия. Для вязания этого красивого кардигана предлагаю пряжу Alize Real 40 Ангора. Пряжа турецкого производства, 100 грамм, 480 метров, спицы номер 4 я использовала. Пряжа у нас, значит, по составу, так, ну это вот здесь вот написано, спицы какие рекомендуются, 2,5, от 2,5 до 5, 60% акрил и 40% шерсть. Пряжа слегка пушится, ну вернее она сильно пушится, нежная, очень приятная для вязания. И вот она у нас получился вот такой узор, который мы будем сегодня с вами вязать порядно. Очень интересно смотрится. Геометрия у нас в этом сезоне очень модная, поэтому у нас узор прям в тему, красивый, незамысловатый и в то же время очень просто вяжется. И сейчас я хочу вам показать пряжу альтернативную. Вообще вначале я начала вязать из мохера, Alize Kid мохер, в 2 ниточки я вязала. Вот, потом я распустила, поскольку я поняла, что ну как бы этот цвет совсем не тот, который, да, на фотографии, на картинке у модели. Но вы можете этим вариантом воспользоваться. Цвет, конечно, вы будете выбирать свой, любимый. В 2 ниточки пряжа по 50 грамм моточки, в 50 грамм 500 метров, да? Поэтому в 100 грамм получается как раз то, что вам надо, когда вы берете 2 ниточки. Тот же самый будет расклад по плотности. Очень сильно, как каждый мохер, очень сильно все это пушится. В общем-то, хороший очень вариант для вязания из мохера. Так, Kid мохер, вот у нас тут написано цвет. И, в общем-то, по составу 62% получается Kid мохера и 38 полиамида. Вот такой состав. Так, и плотность будет у вас, девочки, такая же, как вот мы сегодня будем считать. И как альтернативу мне очень нравится пряжа Alize Angora Gold с пайетками. Бывает она еще с люрексом, но вот это с пайеточками тоже очень-очень мне симпатизирует данный вид пряжи. Она нежнее, чем Реал, вот этот 40, и она тоньше, на мой взгляд, хотя 100 грамм 410 метров. Тоже турецкая пряжа, цвета тоже шикарные, очень хорошего качества, и с пайеточками, то есть здесь прям нарядный вариант прорисовывается, да?
Так, ну, в общем-то, вот такие вот рекомендации для данного кардиганчика. Просто, в общем-то, шикарные варианты. 3 вида пряжи предложила я вам. А сейчас приступаем к вязанию узора. Для вязания образца, девочки, я набрала 27 петель. Здесь 2 раппорта. Сам раппорт узора составляет 12 петель и 13, ну, 14, получается, рядов. Здесь показаны только лицевые ряды. Изнаночные мы вяжем изнаночными петлями. И мы с вами приступаем к вязанию первого ряда нашего узора. Эта схема для меня лежит, как мне удобно вязать по ней. Для себя вы распечатываете свою схему. И мы вяжем первый ряд узора. Первая петля у нас идет лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. На этом раппорт заканчивается и начинается второй раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали второй раппорт. Для симметрии у нас была связана одна лицевая, крайне левая. Кромочную вяжем изнаночной. Итак, 2 раппорта подряд я связала в нашем образце. Переворачиваем. И второй ряд мы вяжем все петли изнаночные, в том числе и накиды. Ну, покажу немного, да? Вяжем все петли изнаночные. В каждом четном ряду мы будем провязывать все петли изнаночными. Продолжаем самостоятельно. Третий ряд этого узора вяжется так же, как и первый. Я покажу вам один раппорт, то есть точно так же, как мы сейчас с вами вязали первый ряд. Кромочную сняли, первая петля лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снова накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Второй раппорт связан. И одна петля лицевая у нас была для симметрии. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем четвертый ряд. Как все четные, мы вяжем все петли изнаночные. Пятый ряд узора у нас вяжется так же, как третий мы сейчас связали. Кромочную сняли.
Первая петля лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Также лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, раппорт связан, кромочную, так, у нас еще одна лицевая для симметрии, кромочная вяжется изнаночной. Связали. Переворачиваем и 6-й ряд вяжем все петли изнаночные. 7-й ряд у нас с вами вяжется следующим образом. Первую кромочную сняли, вяжем 2 лицевые, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, лицевая. Раппорт связан. Второй раппорт также вяжем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Второй раппорт связали. И у нас с вами лицевая для симметрии осталась, кромочная, изнаночная. Перевернули, 8-й ряд, вяжем все петли изнаночные. 9-й ряд узора вяжем по схеме следующим образом. Кромочную сняли, 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 2 лицевые, 1, 2. Связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем также. 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 1, 2. Раппорт связали, 1 лицевая для симметрии у нас, кромочная вяжется изнаночной. Связали, перевернули и 10-й ряд вяжем все петли изнаночные. У нас 11-й с вами ряд вяжем. Кромочную сняли, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые, 1, 2, 3. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем также. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 лицевые, 1, 2, 3.
раппорт связан. Одна лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. Связали. Перевернули. 12 ряд вяжем все петли изнаночные. 13 у нас с вами ряд. Вяжем следующим образом. Кромочную сняли, первая петля лицевая. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. Делаем накид. 3 вместе. Будем вязать одной лицевой петлей. Следующим образом, чтобы вот эта вторая у нас была поверх всех. Для этого я первую и вторую петельку просто меняю местами. Первая у меня будет за работой, а вторая перед работой. Поменяли. Все 3 вместе провязали одной лицевой. Сделали накид. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. На этом раппорт связан первый, вяжем второй раппорт. Первая петля лицевая, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые вяжем, 1, 2, делаем накид, 3 вместе, 1 лицевой с выделением центральной петли, меняем первую и вторую петельки местами. Первая за работой, вторая поверх нее перед работой. Поменяли, все 3 провязали одной лицевой. Сделали снова накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Второй раппорт связали. Одна лицевая у нас для симметрии вязалась, кромочная, изнаночная. Все, связали 13 ряд, 14 ряд переворачиваем и вяжем все петли изнаночные. На этом раппорт заканчивается, и у нас с вами повтор идет с первого ряда узора. Вам сейчас надо, после того, как вы свяжете образец, сделать влажную тепловую обработку этого образца и посчитать плотность узора. Горячим паром я обдаю наш образец. Он становится влажный, очень податливый. Мы его растягиваем по высоту, растягиваем в ширину, стараемся во влажном состоянии придать ему форму. Так. Можно еще раз повторить. И в таком расправленном виде оставляем образец сохнуть минут 10-15. Для расчета плотности, девочки, надо вам взять простую линеечку и измерить образец по ширине. Вместе с кромочными считаем. Итак, прикладываем линеечку. Кромочные 16 сантиметров у меня получился образец. И у нас с вами было 27 петель набиралось. Поэтому на машинке я 27 делю на 16 сантиметров. Получаю 1,68. Ну, можно написать, что это 1,7. Запишем, чтобы не забыть, что в 1 сантиметре 1,7 петель. Это получается горизонтальная плотность. Вертикальная считается следующим образом. Образец необходимо измерить по вертикали, его длину. У меня 13 сантиметров. Здесь у нас 28 рядов связано, то есть 2 раппорта я вязала. Надо разделить на 13. Так, 28 разделить на 13, получаем 2,15. Так и надо записать, что в 1 сантиметре по вертикали 2,15 ряда умещается. Вот.
И эти основные цифры используются в дальнейших расчетах. Обязательно используйте эту вторую цифру, вертикальную плотность. Она нужна для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось. Когда вы будете вязать, вы будете считать свое вязаное полотно рядами, а не измерять линейкой. Это очень важно. Ну и все, собственно говоря. Выкройку я вам порекомендовала. Теперь на выкройке подставляете, значит, любой свой размер. Умножаете, если вы по горизонтали считаете петли, то умножаете на горизонтальную плотность 1,7. Если вы рассчитаете ряды по вертикали, то все вертикальные сантиметры умножайте на вертикальную плотность и переводите в ряды свое вязание. Вот и все. Собственно, вот такая совершенно легкая технология по расчету петель и рядов. Я желаю вам удачи, до новых встреч!